Приветствую всех во второй части про Чили. Приятного просмотра! Если ты не смотрел первую часть, рекомендую ознакомиться. В данном видео я расскажу о том, что скрывает природа на территории данного государства. Если посмотреть на физическую карту Чили, что первым делом бросается в глаза? Свой вариант ты можешь написать в комментарии. Что же до меня, то это горы и имя Манды. Это самая длинная горная система на планете, около 9000 километров. Также одна из самых высоких. В определенных местах имеют огромную ширину в 750 километров, при средней высоте гор в 4 километра, имеет 5 климатических поясов. В Андах берет начало крупнейшая река мира – Амазонка. Кстати, если хочешь ролик про Амазонку, пиши в комментарии. Чили находится в центральной и южной части Анд. Это район больших перепад высот. Самая высокая точка – гора Охос-дель-Саладо, 6893 метра. А вот в 150 километрах от берегов государства расположен чилийский желоб. Шириной в 60 километров, длиной 2700, имеет глубину 8180 метров. Колоссальный перепад высот. Данная впадина хранит много тайн. Скорее всего, там обитают представители животного мира, неизвестные человечеству. На юге страны находится крупнейший остров Огненная Земля, и там же пролив Дрейка является самым широким 1120 метров и самым глубоким более 5000 метров в глубину. Его ширина равна протяжности Финляндии с севера на юг. Огненная Земля является крупнейшим островом страны. Площадь главного острова 48 тысяч квадратных километров. 29 место в мире среди островов. Для примера, примерно таких же размеров, остров Северный, Россия. Разделен между Чили и Аргентиной, так что территориально Чили владеет 61% острова. Второй по размерам остров страны – Чилоэ. Площадь 8394 квадратных километра. Является пятым по размерам в Южной Америке, с населением 150 тысяч человек. Очень ветреное и влажное место, с количеством осадков в 3000 мм в год. Основная деятельность населения – лесозаготовки, рыболовство и сбор устриц. Горы и вся западная часть покрыты вечнозелеными дождевыми вальдивскими лесами. Это одни из немногих территорий дождевых лесов умеренного климата. На острове сохранились десятки эндемичных видов растений и животных. Замыкает тройку остров Веллингтон площадью 5556 квадратных километров и население 250 человек. На этом острове ясные дни – большая редкость, ведь среднегодовое количество осадков доходит до 9000 мм и температура плюс 9. Теперь поговорим о реках. Почти все реки Чили относятся к бассейну Тихого океана. Самой длинной рекой является Лоа – 440 километров. Начало берет в Андах на высоте более 4000 метров. Течет сквозь пустыню Атакама, по берегам образуя оазисы, впадает в Тихий океан. Эта река снабжает многие города водой, используемой для выращивания креветок. В последнее время горнодобывающие компании загрязняют эту реку, делая воду непригодной для использования. Вторая по длине река – Био-Био, длиной 380 км. Также является самой широкой рекой в Чили, со средней шириной в 1 км. И третья – Майпо, 250 км, является важным источником питьевой воды. Перейдем к озерам. Крупнейшим озером будет Льянкиуэ, площадью примерно 860 квадратных километров и максимальной глубиной 317 метров. Точной информации о глубине и площади нет. Над озером возвышаются два активных стратовулкана – Осорно, с последним извержением в 1869 году, и Кальбука, извергался недавно, в 2015 году. Тогда были эвакуированы 5000 человек в радиусе 20 километров. Если не брать во внимание границы, то можно выделить огромное озеро Хенераль Каррера, находящееся на территории Чили и Аргентины, размером 1850 квадратных километров и наибольшей глубиной в 590 метров. Примечательно мраморными гротами, расположенными на чилийской части озера. Еще одно озеро, которое я не могу не затронуть, хоть и находящееся на границе Чили и Аргентины – О'Хиггинс или Сан-Мартин, площадью 1058 квадратных километров, с наибольшей глубиной аж 836 метров, что делает его самым глубоким в Америке. Озеро находится на краю Южно-Патагонского ледового щита. Обе части озера названы в честь национальных героев, борцов за свободу Южной Америки, аргентинца Хосе де Сан-Мартина и чилийца Бернардо О'Хиггинса. В завершении хочу упомянуть озеро Ранка, находящееся в Чили, площадью 401 квадратных километр и наибольшей глубиной 199 метров. Теперь о вершинах. Охос-дель-Саладо, самая высокая вершина в Чили, является стратовулканом. Высота 6893 метра. Гора отличается чрезвычайно сухими условиями, которые препятствуют образованию ледников и постоянному снежному покрову. Из-за высоты и сухого климата на горе нет растительности. В середине 20 века разгорелся спор,
о том, является ли Охас-дель-Саладо или Аконкагуа самой высокой горой в Южной Америке, который в конечном итоге был решен в пользу Аконкагуа. Я уже рассказывал про данный вулкан в видео о Южной Америке, более подробно, не буду здесь надолго останавливаться. Вторым по высоте является вулканический массив Невада Трес Крусес высотой 6749 метров. Его длина составляет от 8 до 12 километров с севера на юг и состоит из 4 основных вершин. Две вершины наиболее высокие – Трас Крусес Сур высотой 6749 и Трас Крусес Централь 6629. Именем горы назван национальный парк Невада Трес Крусес в Чили. Для региона характерны сильные ветры, интенсивная инсоляция, высокие суточные и сезонные колебания температуры. На больших высотах осадки выпадают в основном зимой в виде снега и града. Отсутствие видимой жизни в регионе привело к тому, что многие путешественники считают его лунным пейзажем. На третьем же месте расположился вулкан Льюльяльяко высотой 6739 метров. На вершине вечное оледенение. Льюльяльяко – самый высокий из действующих вулканов планеты и второй по высоте вулкан в мире. На вершине был обнаружен грызун – листоухий хомяк. Это рекорд высоты для обитания млекопитающих, поскольку границы произрастания цветковых пролегают значительно ниже. Остается неясным, чем питается зверек. Содержание кислорода на данной высоте составляет всего 45% от нормы, а температура опускается до минус 60. Также на склонах была замечена андская песчанка. Перейдем к другим природным достопримечательностям Чили и посмотрим, чем они нас удивят. И начнем с национального заповедника Лос-Фламенкос, площадью 74 тысячи гектар, основан в 1990 году. Главной особенностью заповедника является долина Валье-де-ла-Луна, расположена в 15 километрах к западу от города Сан-Педро-де-Атакама. Располагается на массивном горизонте Галита. Осадков практически не бывает, и несмотря на это, в Валье-де-ла-Луна обитают южноамериканские лисицы и гнездятся крапивники, дрозды и хищные птицы. Валье-де-ла-Луна – прекрасное место для того, чтобы полюбоваться красными пустынями Атакамы в закатные часы, когда золотистый цвет сменяет фиолетовый, а также рекомендуется посетить эту местность при полной луне и оценить все прелести игр теней. Национальный парк Серра-Кастилья, основанный в 1970 году. Млекопитающие в парке включают находящиеся под угрозой исчезновения южных андских оленей, гуанако, пум. Ленга и нере являются наиболее распространенными видами деревьев в заповеднике. В Андах расположен национальный парк Алерсе-Андина, занимает площадь около 393 квадратных километра. К северу от него раскинулось озеро Чапа. В парке насчитывается около 50 озер и естественных прудов. Парк обеспечивает важную среду обитания для таких видов, как пуду и манита-дель-Монте. Основан в 1982 году. Национальный парк Алерсе-Костера находится в 137 км от города Вальдивия, является домом для многих видов эндемичных птиц и млекопитающих с очень специфическими требованиями к среде обитания. Одной из целей парка является защита вальдивийских тропических лесов умеренной зоны. Вход в парк бесплатный, он открыт ежедневно. Одной из главных особенностей являются древние деревья Фицройя, некоторым из которых тысячи лет, особенно в южной части. Подходит для пеших прогулок и верховой езды, а также имеет несколько смотровых площадок и мест для наблюдения за флорой и фауной. Архипелаго де Хуан Фернандес. Национальный парк расположен в Тихом океане, в 665 километрах к западу от материкового порта Чили Сан-Антонио, за архипелагом Хуан Фернандес. Основан в 1935 году. Температура на островах колеблется от плюс 3 до плюс 34. Среднегодовое количество осадков местами доходит до 1700 мм в год. Острова Хуан Фернандес являются домом для редких эндемичных растений и животных, некоторые из которых находятся под угрозой исчезновения, например, колибри Хуана Фернандеса. Острова признаны отдельным экорегионом, и весь архипелаг, включая острова Робинзона Круза, Александра Селкирка и Санта-Клары, объявлен биосферным заповедником в 1977 году. Вулканическое происхождение и удаленное расположение островов изолирует их от видов флоры и фауны континентальной Южной Америки. В результате на острове обитает относительно немного видов растений и животных. 60% всей флоры являются эндемичными видами. Архипелаг имеет очень ограниченную фауну. Здесь нет местных наземных млекопитающих, рептилий и амфибий. На островах гнездятся 17 видов наземных и морских птиц. К фауне, интродуцированной человеком, относятся крысы и козы. Одним из островов является остров Робинзона Круза. До 1966 года он назывался Маса-Тьерра, что означает «ближайший к земле остров». Площадью 48 квадратных километров. До берегов Чили 674 километра. Проживает приблизительно 600 человек. Климат острова средиземноморский.
Температура воздуха колеблется от +3 до +30. Остров имеет богатую флору и фауну. Некоторые виды представляют собой уникальные образцы островной природы. Прибрежные воды богаты различными видами морской жизни. Присутствуют крупные колонии морских котиков. В 1704 году на остров был высажен шотландский моряк Александр Селькирк, который прожил на нем 4 года и 4 месяца в полном одиночестве. Писатель Даниэль Дефо использовал историю его жизни в качестве основы при написании романа «Робинзон Крузо». Имя его главного героя носит сейчас остров. Кроме Селькирка, ставшего прообразом Робинзона, на остров в разные годы, как до Селькирка, так и после него, неоднократно высаживались другие Робинзоны, как в одиночестве, так и группами. Некоторые из них прожили на острове больше лет, чем сам Селькирк. Остров в разные годы неоднократно становился прибежищем пиратов, которые использовали его как базу для отдыха, ремонта кораблей и пополнения запасов еды и пресной воды. Основные виды деятельности местного населения – ловля лангустов и обслуживание туристов. Ежегодно остров посещают сотни туристов, главным образом под впечатлением романа «Робинзон Крузо». Большой популярностью туристов пользуется подводное плавание, главной целью которого является осмотр останков затонувшего в бухте Камберленд во время Первой мировой войны немецкого крейсера «Дрезден». На острове есть даже свой пивоваренный завод. Песчаных пляжей нет, вода для купания довольно холодная. Добраться можно из Сантьяго самолетом, но ввиду погодных условий летает он нечасто, и на острове можно ждать рейс несколько дней. Знаменитый остров Пасхи, или Арапа-Нуи, местное название. Территория Чили, площадь 163 квадратных километра, население 7700 человек, является одним из самых удаленных населенных островов на планете. Расстояние до континентального побережья Чили составляет 3514 километров. На острове единственный город, он же столица Ангароа. Местные жители выращивают здесь батат и ямс. Климат тропический, среднегодовая температура плюс 22. Основной источник пресной воды на острове – озера, образовавшиеся в кратерах местных вулканов. Тем не менее, на острове действует централизованная система водоснабжения, хотя еще недавно местные жители пользовались пресной водой из озер, потухших вулканов. Рек нет. В школе Ангароа после выпуска можно получить аттестат об окончании среднего учебного заведения, дающий право на поступление в высшее учебное заведение. Однако высших учебных заведений на острове нет. Есть больница, почта, банк, один супермаркет, ресторан и интернет. Туризм – основной источник доходов населения. Флора очень бедная, специалисты насчитывают не более 30 видов растений. До прибытия на остров европейцев фауна острова Пасхи в основном была представлена морскими животными, тюленями, черепахами, крабами. Виды местной фауны, населявшие Рапа-Нуи, ранее вымерли, например, один из подвидов крысы, которую в прошлом местные жители использовали в пищу. Но позже европейцы завезли на остров серую и черную крысу, от них появились различные болезни. Добраться до острова можно самолетом Сантьяго-Таити, где промежуточная остановка на острове Пасхи, либо внутренний прямой перелет из Сантьяго. Полет займет около 5 часов. Цены на острове очень высокие. Еще один национальный парк, расположенный в Андах, называется Кангилья, также известный как Араукария. Среди достопримечательностей парка вулкан Лайма, Сьерра-Невада и дикие ландшафты, характеризующие островками растительности, полностью окруженными обширными участками лавовых потоков. На вулкане Сьерра-Невада есть 5 смотровых площадок. Это довольно долгая прогулка. Продолжительность от 5 до 6 часов, но усилия вознаграждаются панорамным видом. А вот вулкан Льяйма – один из самых больших и активных вулканов Чили. Он расположен в 82 километрах к востоку от Темука и в 663 километрах к югу от Сантьяго. Извержение 1 января 2008 года вынудило эвакуировать сотни людей из ближайших деревень. Был замечен столб дыма высотой около 3000 метров. Местными млекопитающими в этом районе являются в основном пумы, каппо, шиллы, кика, разновидность ласки, каткот, дикая кошка. Виды птиц, обитающих в парке, включают большое разнообразие уток, кондоров, трара, орлов и лесных голубей. Лучшее время для посещения национального парка Кангилья с ноября по март. А вот на севере Сантьяго находится холм Сан-Кристобаль, возвышающийся на 300 метров над городом. И, конечно, я обязан затронуть Патагонию, регион Южной Америки на территории Аргентины и Чили. Заселена очень скудно, средняя плотность населения составляет примерно 2 жителя на 1 квадратный километр. Преобладают степные равнины и так называемые пампасы. Чилийская часть Патагонии характеризуется влажным, прохладным климатом, сильным ветром. Представителями патагонской фауны являются пумы, гуанако, нанду и кондоры. Многочисленные озера Патагонии – родина фламинго и других водных птиц. Растительность скудная, в основном кипарисы, буки и экстаксиковые растения. Главный источник доходов – туризм. Национальный парк Торрес-дель-Пайне. Ближайший город – Пуэрто-Наталес. На территории парка многочисленные горы высотой до 3000 метров.
также озера, фьорды и ледники. Летом температура здесь в среднем плюс 11, зимой плюс 1. Парк является биосферным заповедником ЮНЕСКО. В самой же южной части Чили находится архипелаг Огненная земля. На самом же деле название не имеет общего с действительностью и получил его после того, как Магеллан, впервые увидев эту землю в огнях, принял это за вулканы. На самом же деле местные жители ночами жгли костры. Большая часть архипелага принадлежит Чили. Регион характеризуется субполярным океаническим климатом. Максимальное количество осадков доходит до 3000 мм. Температура от 0 до плюс 10. Климат схож с исландским. Лишь 30% островов имеет леса. В этих лесах на открытом воздухе растет несколько видов фруктов, такие как пляжная клубника и калафат, которые уже давно собирают индейцы и жители европейского происхождения. Это единственные леса в мире, которые развивались в условиях такого холодного лета. Лесной покров расположен очень близко к самой южной оконечности Южной Америки. Ветер настолько сильный, что деревья в подверженных воздействию ветра районах вырастают в извращенные формы, вдохновляя людей называть их деревьями флагов. Среди наиболее распространенных животных архипелага – изумрудные попугаи, морские чайки, гуанако, лисы, королевские зимородки, кондоры, королевские пингвины, совы и огненные колибри. В 1940-х годах были интродуцированы бобры, что впоследствии нанесло значительный ущерб лесам и повлекло широкомасштабную ловлю и истребление бобров. Архипелаг может похвастаться одним из лучших в мире промыслов форели. Коричневая форель морского происхождения часто превышает 9 кг. На острове Огненная земля находится конечная точка Панамериканского шоссе, самая южная в мире железная дорога, поезд на краю света, и самый южный город планеты Ушуаия, Аргентина. На острове Наварина находится самый южный населенный пункт Земли Пуэрто-Торо, Чили. И самый южный маяк в мире Ле-Зиклерео принадлежит Аргентине. Небольшой остров Магдалена в Магеллановом проливе в 32 километрах к северо-востоку от региональной столицы Пунта-Аренас является местом размножения нескольких видов морских птиц, в первую очередь Магелланового пингвина. Наблюдение за колонией пингвинов на острове ведется с 1998 года, и по оценкам в 2007 году она насчитывала 63 тысячи гнездящихся пар. За исключением смотрителей парка, остров в настоящее время необитаем. Соляная равнина Салар-де-Талар площадью 46 квадратных километров на высоте 3950 метров. Имеет поразительные оттенки серого и коричневого, которые приятно контрастируют со сверкающей белизной поверхности соляной равнины. Климат местности засушливый, со среднегодовым количеством осадков около 150 мм. Озеро Миньякес расположено на высоте 4120 метров. В озере обитают клады цераны, дафния, веслоногие рачки и неопознанные виды циклопоид. Еще одно интересное озеро Чунгара в провинции Паринакота. Площадь около 20 квадратных километров, с максимальной глубиной 40 метров. Водоем лежит в Андах на высоте 4520 метров. На севере области Антофагаста находится природный памятник Ла-Портада, что означает «ворота». Естественная арка на побережье Чили в 18 километрах к северу от Антофагасты. Арка 43 метра в высоту и 23 в ширину, позволяет наблюдать за такими птицами, как перуанская алуша, серая чайка и пеликанами. Из естественных опасностей ярким представителем является чилийский паук-отшельник, крайне ядовит. Данный вид иногда попадает в разные страны мира при транспортировке фруктов. Еще один паук – скрипач, яд которого содержит очень смертоносные соединения, разрушающие все белковые структуры. Некоторые исследования показали, что яд сильнее яда королевской кобры в 25 раз. Также может путешествовать с фруктами в другие страны. А вот змей, представляющих смертельную опасность, в стране нет, за исключением случайно попавших на ее территорию из соседних стран. На этом я буду заканчивать вторую часть. Спасибо всем за просмотр, пишите комментарии, предложения. Всем хорошего настроения, пока!